Всем привет! С вами Саша Тюпин, и я продолжаю рассказывать, как я делаю Луну. Пошаговую фэнтезийную 4X стратегию. Сегодня обзор сделан за август. Много вопросов было про техническую составляющую. Луна разрабатывается на JavaScript и работает в браузере. Это не значит, что она ограничена вебом или что она вообще будет распространяться через веб. Браузер, в частности Chromium, прекрасно встраивается в любые платформы, в том числе консоли. Я не использую готовые движки, только React для управления состоянием игры и рендерингом. Такой подход я выбрал, потому что игра не предполагает сложной графики, зато предполагает сложные интерфейсы. Кроме того, я хорошо знаю язык, и, наконец, эксперименты над игрой помогают мне в основной работе. Другим инди-разработчикам я этот подход настоятельно не советую. Просто возьмите Unity. В этом месяце я хотел получить работающий бой. С анимациями, искусственным интеллектом, началом и концом. Забегая вперед, все это я сделал. Но сначала меня ждала здоровенная задача по переработке архитектуры. Под капотом игра поделена на два больших модуля – клиент и сервер. Сейчас они находятся вместе, но в дальнейшем их можно будет разнести, например, чтобы играть по сети. Вся игровая логика, анимации и спецэффекты вычисляются сервером. Клиент только получает от него изначальное состояние и обновления по мере хода игры. По сути, сервер и есть игра, а клиент просто показывает то, что ему скажут. Разумеется, сервер не может играть сам с собой, поэтому у него есть возможность получать от клиента приказы. Например, игрок кликает мышкой по кексу, и клиент отправляет серверу приказ по передвижению юнита, а тот уже решает, что с ним делать. Если приказ невалиден или уже выполняется что-то другое, то он его проигнорирует. Если все ок, то он начнет выплевывать обновления, которые будут двигать юнит на следующую клетку, пока путь не закончится. А клиент будет их показывать и анимировать. После этого сервер придет в режим ожидания новых приказов. Вот такой вот замкнутый круг. Но и это еще не все. На самом деле цикл сложнее, потому что есть еще искусственный интеллект, которому время от времени нужно передавать управление, чтобы он сделал свой ход. Причем это может случиться и во время хода игрока, в частности во время боя. Я все это рассказываю, потому что до этого месяца никакого разделения не существовало, и клиент все делал внутри себя. Когда я начал делать ИИ, стало понятно, что так жить больше нельзя. Нужно какое-то одно место, управляющее общим циклом игры. Вот я и перегромсал всю архитектуру. На это ушла целая неделя, и для меня это самое большое достижение этого месяца. Теперь вернемся все-таки к бою. Последний раз мы закончили на том, что его можно стартовать и подвигать в нем юнитов. Я решил начать с возможности драться. Для этого нужно разобраться с тем, какие вообще у юнитов есть характеристики и как они взаимодействуют. Вариантов расчета урона в играх огромное количество. Почти везде есть атака и защита, но иногда еще бывают точность, криты, уклонения и так далее. Урон тоже может быть отдельной характеристикой. Атака и защита могут взаимодействовать по-разному. В примитивном варианте защита просто вычитается из атаки. Но бывают и процентные вычеты, и вычисление шансов попадания, и всякие более сложные формулы. Когда я придумал систему для Луны, я исходил из таких принципов. Во-первых, числа должны быть поменьше, где-то от 1 до 20. Их легко сравнивать, и люди лучше в них ориентируются. А еще в характеристиках будет контраст чисел с одной цифрой и с двумя. Если увидите 10 и больше, то сразу ясно, что перед вами серьезный монстр. Во-вторых, сама система должна быть более-менее понятной, без эзотерических формул. И параметров тоже должно быть поменьше. Наконец, должен быть разброс урона, но не слишком большой и заранее предсказуемый. Его отсутствие убирает управление рисками и фактически превращает бой в пазл, что, как мне кажется, нежелательно. Что я в итоге придумал? У существ есть показатели атаки, защиты, сопротивления и общего уровня силы, могущества. Да, это пока лучший перевод слова power, который я нашел. Сопротивление пока трогать не будем, это про магию. А вот остальное разберем на примере. Возьмем ангела с могуществом 3 и атакой 5, и Василиска с защитой 5. Первый будет атаковать второго. Атака 5 значит, что ангел нанесет 5 ударов. У каждого удара базовый шанс попадания 100% и урон в 1 хп. Теперь следите за руками. Берем могущество ангела и вычитаем из него защиту Василиска. Каждая единица разницы – это пеналити в 10% к шансу попасть для каждого удара. В итоге ангел нанесет 5 ударов с шансом каждого из них попасть 80%, то есть в среднем 4 единицы урона. Теперь представим, что у Василиска защита 1. Тогда будет уже не пеналити, а бонус в 20%. Каждая атака гарантированно нанесет 1 урон и с шансом в 20% еще один бонусный. Средний урон 6 единиц. Тут есть две проблемы. Если могущество и защита равны, то шанс всегда будет 100% и разброса урона не будет. А если не сильно отличаются, то разброс будет слишком большой. Решаются они в общем-то одинаково. Мы вычисляем урон 2 раза и потом берем среднее. Если шанс от 80 до 100%, то в алгоритм еще добавляются искусственные отклонения. Например, при шансе в 100% первое вычисление пройдет с шансом 70%, а второе с шансом 130%.
Средняя не изменится и останется равным 5. Для экспериментов с формулой урона я сделал вот такой калькулятор, который показывает распределение шансов на графике, где можно подергать все параметры. Наверное, действительно умный программист мог бы вычислить все вероятности, но я просто прогоняю функцию 10 тысяч раз и смотрю, что получилось. Преимущество этой системы в универсальности параметра могущества. Его можно использовать для всего, например, для магии или для специальных атак. Только сравнивать его уже не с защитой, а с сопротивлением. Но об этом в следующих сериях. Перейдем к анимациям и спецэффектам. Для последних я добавил новый тип объектов – искры, которые создаются, живут отведенное им время, а потом пропадают. Сейчас-то только отлетающие цифры урона, но потом сюда же пойдут, например, эффекты заклинаний. Кроме этого, я сделал интерфейс, чтобы можно было отлаживать и искры, и анимации. Я такие вещи вообще обожаю, потому что они экономят массу времени при разработке. Не нужно тратить силы, чтобы каждый раз привести игру в нужное состояние. Просто кликаешь и смотришь, что получается. Очень удобно. И, наконец, поговорим про искусственный интеллект. Тема кажется сложной, но на самом деле все не так страшно. Возьмем вот этого грифона, который не знает, что делать, и попробуем ему помочь. Общий принцип работы ИИ такой. Сначала берутся все возможные решения и постепенно отсекаются, пока не останется только одно. Сначала проверим, можем ли мы кого-то атаковать. У грифона радиус атаки 1, поэтому проверяем все соседние клетки и смотрим, есть ли там враги. Врагов нет, поэтому идем дальше. Теперь берем все возможные клетки, куда грифон может идти. Их дофига, поэтому надо как-то отфильтровать лишнее. Попробуем поискать гексы, рядом с которыми есть юниты противника. Вот они, целых 3 штуки. Теперь нужно найти среди них предпочтительный. Берем тот, к которому ближе всего идти. При вычислении доступных для передвижения клеток для каждого гекса записывается так называемый G-кост. Грубо говоря, это количество очков передвижения, которое нужно потратить, чтобы до него дойти. Мы просто сравниваем эти значения и смотрим, где оно поменьше. В итоге осталось 2 клетки, а способов как-то еще улучшить выборку у нас нет. Берем рандомную. После того, как юнит походил, у него еще остались очки передвижения. Поэтому весь алгоритм прогоняется снова. На этот раз в соседних гексах есть противники, так что выбор цели не составит труда. Кусь. Сейчас ИИ еще молод и глуп, фильтров мало. Например, если в радиусе передвижения нет целей, то он будет просто пропускать ходы. Но общий принцип действия не поменяется. Взяли все возможные действия, отфильтровали, применили. Вот так. Это все за этот месяц. Расскажите, как вам видео, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Если вы говорите по-русски, то присоединяйтесь к каналу и чатику в Телеграме. А если по-английски, то подпишитесь на Твиттер. Все ссылки в описании. До встречи!